Роман, а вот вы занимаетесь IT-технологиями, конкретно вы занимаетесь своим делом. Вот вы, наверное, согласитесь со мной в том плане, что если ты занимаешься каким-то делом, ты не должен только вот быть односторонним, ты должен быть многогранным. Для того, чтобы, тем более, если ты хочешь работать в какой-то большой сфере и делать какую-то большой продукт. Это так, это надо быть многогранным, надо понимать как-то, надо знать сферу человеческого общения, надо знать интересы людей, надо уметь понять мотивацию людей, ценности для того, чтобы создать какой-то продукт. Это так в вашей IT-сфере? Ну, и видите, мне вот, я осторожен в слове со словом «надо», потому что «надо» — это такое чужое «хочу». Поэтому это может быть мое «хочу», но не обязательно там, не хочется навязывать какие-то свои ценности для ваших зрителей. Но я по натуре очень любознательный человек, мне это дает энергию, там, что-то новое узнавать. Причем это может быть вообще не, ну, как бы, я из детства как бы всегда был любознательным, и любознательность, она не может ограничиваться. Это может быть любознательность по отношению, там, как работают там курьеры в Дордаше, как работают водители, во сколько стоят водители Uber, или там, мне все это интересно, ну, просто интересно, я не знаю, многие из этих знаний вы никак не примените, но что-то узнавать про мир, какие-то его секреты раскрывать, ну, мне доставляет большое удовольствие. Ну, то есть я вот, не знаю, я это не делаю для того, чтобы там стать лучше, там, каким-то IT-специалистом или еще для чего-то. Я не делаю это для чего-то. Я это делаю, потому что как бы мне это интересно. Ну, мне это, и мне это не доставляет никаких усилий. Я это делаю там в свободное время. Для меня это отдых. То есть что-то новое для себя узнать. Потому что так я энергию получаю. Ну, каждый человек, мне кажется, энергию получает по-разному. Кто-то там общается там с друзьями, там кто-то занимается лыжами, кто-то там в баре там пьет пиво, там, ну, или смотрит там спорт. По-разному есть способы там зарядиться энергией, да, это как бы поэтому сейчас важно, да, как говорится, заниматься не тайм-менеджментом, а менеджментом своей энергии, потому что времени там у нас одинаковое количество, а вот энергия прыгает. Если у вас энергии много, то, соответственно, вы больше сделаете и больше получится. Поэтому знать хорошо, что вам дает энергию, а что отнимает, такой баланс вести в своей голове, примерно понимать и избегать вещей, которые, ну, или минимизировать вещи, которые там забирают у вас энергию. Мне кажется, ну, это важно. Я хотела бы вас поблагодарить. Вы очень такой многогранный человек. Пусть вот это развитие многогранное, оно продолжается. И я думаю, что за вот этим продуктом, который вы сейчас делаете, будет еще много-много интересных продуктов. Это будет, может быть, не только IT-сфера, а вдруг вы возьмете и уйдете в какую-то другую сферу. Кто его знает? Потому что я говорю, вы такой многогранный человек, вдруг завтра вы решите уйти в спорт. Может быть такое? Ну, явно не в качестве спортсмена. Но да, у меня есть еще с детства есть некоторые мечты в других сферах, там, творческие такие. Может, вы завтра... Хотелось бы, может быть, будет возможность в будущем, может быть, там их продюсировать, как бы, и хотелось бы, да, их привести в действие и реализовать, да. Конечно же, Ну, может это быть, вы было бы очень завтра интересно. возьметесь за Димаша Кудайбергена, может быть, вы решите продюсировать и его Ну, мне компанию. пока до этого далеко очень, он гораздо более состоятельный человек, чем я, поэтому, может быть, когда-нибудь в будущем, когда... Но сейчас продюсирование — это не только лишь финансовая составляющая. Продюсирование сейчас — это же большое, емкое слово. Допустим, организация концертов в Америке. Ну да, но для этого все-таки full-time работа, у меня сейчас своя другая full-time работа есть. Нет, Мне я кажется, говорю, видите, если вдруг вы захотите, ну, когда... я смотрите на это по-другому немножко. Я думаю, что есть три уровня, да, вот если три уровня, это какая экономическая теория, которую я применяю в этом вопросе тоже. Первый уровень – это уровень управления вещами. То есть вы, например, швея, вы управляете своей швейной машинкой. Или, например, я программист, я управляю своим компьютером. Вот это управление вещами. Ну, уровень один. То есть, условно, ваш доход пропорционален, сколько вы Мгм. вот, времени потратите. Если я там, например, условно ремонтирую обувь,
чем больше я обуви ремонтирую лично со своими там инструментами, тем больше я заработаю. Это вот уровень 1. Уровень 2 – это управление людьми, которые управляют вещами. Вот представьте, вы, например, возьму себе этот пример, я там, к примеру, там хороший был специалистом по ремонту обуви, и потом решил создать свой сервис, где теперь я управляю людьми. У меня там, например, 10 человек, которые ремонтируют обувь. Я управляю людьми, а эти люди управляют этими вещами в виде своих молотков, там, инструментов и всего прочего. Но это не финальный уровень. Третий уровень – это управление деньгами, которые управляют людьми, которые управляют вещами. Это вот третий уровень – это уровень Уоррена Баффета. Да? То есть Уоррен Баффет, он может… Вот Berkshire Hathaway, да, у него там, сколько там, не знаю, 50 человек всего сидит, но они управляют 70 компаниями сразу. Да, и там 500 миллиардов долларов. То есть им не нужно на заводе сидеть там или там создавать кетчуп Хайнц или там Кока-Колу выпускать, потому что у них есть генеральные директора бизнеса в этих бизнесах, которые этим все управляют. А они управляют деньгами. То есть они говорят, в этом году я вложу столько денег в этот бизнес, столько денег, в этот бизнес, столько денег. То есть они занимаются так называемой аллокацией капитала. Ага. А этот капитал является потенциальной энергией для этих бизнесов, чтобы для этих управленцев людьми, которые управляют людьми, которые управляют уже вещами. Видите, как это сказано? То есть чем выше вы в этом, условно, вкратце говоря так, если у вас есть большой капитал, вы можете больше сделать в этом обществе, если все упрощать, потому что ваш капитал может быть потенциальной энергией для большого количества проектов. Вам не нужно, например, своими руками организовывать чей-то концерт. Да? Вы можете, если у вас есть большое количество капитала, говорите, я аллоцирую вот столько-то миллионов долларов для этой компании продюсерской, которая это будет заниматься, это у них будет свой генеральный директор, они будут сами создавать эти концерты. Другой капитал, например, вы вкладываете в студию производства фильмов, то есть вам не нужно быть режиссером или актером, да, поэтому я бы хотел вот на уровень управления деньгами когда-нибудь прийти, чтобы больше пользы в этом обществе сделать. Вкратце вот такое желание. Посмотрим, что из этого получится. Дай Бог, чтобы вы стали большим инвестором и занимались этим, потому что на самом деле это очень важно сейчас в нашем обществе, когда нужен такой инвестор толковый, который бы на самом деле продвигал вот эти вот сферы. Сейчас же непонятно, куда деньги вливаются и что они продвигают. Надо, чтобы на самом деле человек, он понимал, чувствовал, какие сферы нужно развивать. Это хорошо, что вы такой многогранный, такой интересный. Пусть ваше развитие продолжается в разные стороны, в разные направления. Вот. Хочу вас поблагодарить за участие во второй раз от моего лица, от лица наших зрителей, потому что любое наше интервью было интересным, потому что на самом деле таких людей, как вы, мало. Те, кто учился в топовых университетах, и те, кто может рассказать много интересного. Спасибо вам, Жанар, за интересную беседу. Желаю успеха вашему каналу, чтобы вам было много интересных гостей в будущем, чтобы ваши зрители, скажем так, вам больше рекомендовали новых гостей, и чтобы, самое главное, чтобы вы получили удовольствие от этого процесса. Тогда, мне кажется, если вы получаете удовольствие, то ваши зрители тоже будут наслаждаться вашим продуктом. Да, надо, чтобы я горела. Конечно, совершенно. Горела интересом, горела по своим продуктам. Спасибо большое вам еще раз. Спасибо вам. Хороших выходных. До свидания. До свидания. Всего хорошего. До свидания.